Громадная территория нашей планеты покрыта пустынями, которые занимают значительную часть суши. Но даже несмотря на это, они являются столь же неисследованными областями, как, например, необъятные океаны. И поверьте, эти природные зоны могут рассказать множество интересных и удивительных фактов о событиях как прошлого, так и настоящего. Иногда то, что прячется под толщей песка, поражает даже самых опытных и профессиональных ученых. Их находки могут бросить свет на древние цивилизации, рассказы о которых исчезли в веках, или же о природных явлениях, которые имели место в незапамятные времена. И сегодня я с большим удовольствием расскажу о самых загадочных и интригующих находках, обнаруженных в таких непредсказуемых и таинственных местах, как пустыни. Эти открытия порой меняют все, что мы знали ранее о нашем мире. Кири. Берег скелетов. В Африке, а если быть точнее, то в Северной Намибии, есть уникальное и очень запоминающееся место под названием «Берег скелетов». Это удивительное место поражает не только своей красотой, но и манит взгляды людей из-за своей загадочности и опасности. Свое название этот парк получил не случайно. Оно связано с большим количеством кораблекрушений, которые произошли именно в этой самой местности. Здесь царит постоянный густой туман, а течение все время меняется, что создает дополнительные трудности для мореплавателей. Большие волны также представляют немалую опасность для тех, кто пытается проплыть мимо. И возникает резонный вопрос: почему мореплаватели вообще рискуют и плывут сюда, если прекрасно знают о предстоящих опасностях? Ответ достаточно прост и может быть объяснен желанием завоевать несметные богатства. В данной местности действительно много драгоценностей, в том числе камней и золота. Исследователи здесь находили даже алмазы. А как бы вы поступили, если бы знали, что под толщей песка скрываются такие сокровища, например, золото или еще что-то ценное? Согласились бы вы рискнуть и отправиться в путь, несмотря на колоссальные риски? 2. Заброшенная библиотека. Кроме берега скелетов, что в принципе логично, пустыня скрывает и кое-что удивительное, о чем мало кто бы мог вообще догадаться. Вы не поверите, но в Сахаре можно найти заброшенную библиотеку. И это не выдумка. Библиотека находится в древнем городе Шингете, известном современной науке как город библиотек. Когда-то Шингете был огромным мегаполисом и перевалочным пунктом для паломников в их дороге к святым местам. Вы не поверите, но археологи уже раскопали там целых 7 библиотек с бесценными книгами, датированными IX веком. Представьте себе, пользователь. Эти знания, ждущие своего часа, скрыты от людских глаз под песками Сахары, и только самые смелые и настойчивые исследователи могут их обнаружить. 3. Пещера черепов. А в 2018 году исследователи обнаружили странную пещеру захоронения, расположенную глубоко в тропическом лесу Габона. Эта пещера, известная как Элла, действительно изобилует черепами людей, их скелетами, зубами животных, различными артефактами и многими другими загадочными находками. Историки были очень сильно удивлены этой находкой, так как на 22 найденных верхних челюстях вообще отсутствовали верхние резцы, которые были удалены в рамках сложной культурной практики. А количество предметов и отсутствие следов насилия указывают на то, что в пещере хоронили видные представители общества, вместе с которыми могли находиться и принесенные в жертву слуги. В любом случае, эта находка озадачила историков, которые сразу же стали изучать эту малознакомую и непростую местность достаточно подробно. 4. Древняя цивилизация. Двигаясь дальше, мы подходим к горе Монте. Эти люди были выходцами из Средиземноморья, представителями белой расы, которые смогли создать процветающее, но загадочное государство в условиях пустыни.
Они были соседями Древнего Египта, но при этом гора Монте располагала такими огромными территориями, о которых фараоны могли только мечтать в своих самых смелых снах. Группа археологов, которой было разрешено заниматься раскопками в пустыне Сахара, обнаружила останки затопленных людей, предположительно связанных с горой Монте. Используя спутниковые снимки, ученые из различных институтов подтвердили догадки о том, что на этом самом месте когда-то существовало свыше 100 их деревень с крепостной структурой. И хоть в это трудно поверить, но это действительно так. По всей видимости, это была развита цивилизация, способная выживать в самых сложных условиях пустыни. 5. Затерянный самолет. В 2012 году исследователи случайно наткнулись на заброшенный сломанный самолет. После тщательного анализа выяснилось, что это был транспорт модели П-40, который активно использовался во времена Второй мировой войны. При этом, судя по всему, машина пролежала в пустыне более 70 лет и осталась практически нетронутой. Военные историки полагают, что истребителем управлял 24-летний сержант, получивший в свои руки машину для перегонки поврежденного самолета. Однако в полете, судя по всему, что-то явно пошло не так. Пилот отклонился от курса и, в конечном счете, заблудился над пустыней. После этой судьбоносной катастрофы пилота больше никто не видел. О том, что за рулем был именно этот летчик, говорят оставшиеся в кабине письма, а также серийные номера деталей самолета, что значительно упрощает работу историков и помогает восстановить события того времени. 6. Загадочный минерал. В дюнах Великого песчаного моря на территории современной Ливии был найден загадочный минерал, который называется ливийским стеклом. Он представляет собой нечто напоминающее плавленый кварц, образованное от космического песка. Но все дело в том, что эта реакция происходит лишь при температуре более 1700 градусов по Цельсию. Именно этот интересный факт породил очень много теорий относительно происхождения этого стекла. Поразительно, но именно при такой высокой температуре произошли все эти изменения. Подумайте сами, 1700 градусов, где на нашей планете такую температуру можно достичь? Этот факт стал основой для множества теорий происхождения ливийского стекла: кометы, метеориты, молния и даже ядерный взрыв. Однако со временем круг теорий резко сузился до одного единственно верного варианта. Выяснилось, что 28 миллионов лет назад на Землю упала комета, а ливийское стекло — это просто продукт этого исторического катаклизма, порода, которая оплавилась от высокой температуры, создав своего рода уникальное стекло, обладающее свойствами, которые до сих пор озадачивают ученых. 7. Метеорит с Марса. И на завершение, чего только в этой сахаре не найдешь. Здесь случайно можно встретить даже метеорит, который, вероятно, пришел с Марса. Руководитель исследователей из Университета Нью-Мексико по имени Карл Эйджи сообщил, что данный образец — это особая порода, которая, вероятно, образовалась в результате извержения вулкана и его взаимодействия с водой. По словам ученого, наличие воды в этом образце бесспорно. Именно это отличает его от многих других находок. Марсианский метеорит был обнаружен бедуинами в пустыне Сахара на территории Марокко и после этого был продан Американскому научному центру. Эта находка стала вторым старейшим образцом после метеорита Аллен Хиллс, который был найден в Антарктиде в 1984 году. Умопомрачительно, но его возраст составляет целых 4,5 миллиарда лет. Таким образом, пустыни нашей планеты продолжают хранить множество секретов и загадок, стоящих перед современными учеными. Эти открытия подчеркивают, что наше понимание прошлого все еще далеко от завершенности, и каждый новый артефакт может пролить свет на события, о которых мы никогда не догадывались. Исследования пустынь могут приоткрыть завесу тайн, которые до сих пор остаются скрытыми от глаз человечества.